Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик однофазных счетчиков на DIN-рейку. Это две абсолютно одинаковые модельки. Отличие в них лишь то, что один имеет подсветку дисплея, а второй идет без подсветки. Маркировочка здесь на упаковке есть. Backlight это идет с подсветкой. Заказывал на AliExpress, ссылочку на них оставляю в описании. Кого заинтересовала данная моделька, то по ссылочке можете заказать. Вот так он выглядит. И вот этот с подсветкой выглядит точно так же. В комплекте идет инструкция на английском языке, но там в принципе ничего интересного нету. Все и так понятно. Также в комплекте идут вот такие заглушечки, они закрывают отверстие вот под отверточку, которые затягиваются клеммы. То есть потом после установки вы можете закрыть. Это там для красоты, либо для безопасности. В принципе, если вы будете устанавливать счетчик в коробку специальных с автоматами, то там вот эти места после закрытия коробки, они в принципе закрыты и виден только вот такой дисплейчик. Занимает он на DIN-рейке два места, как два обычных автомата. Размеры стандартные. Устанавливаются точно так же, защелкиваются. Вот здесь есть защелочка вот такая. Питание подается сверху, 0 фаза. И снизу снимается, подключаются потребители. Если вы поменяли местами фазу 0, то ничего страшного не происходит, он работает точно так же. Использовать его можно, в принципе, где угодно. Куда вы желаете, что вы желаете замерять, то вы можете подключать и замерять. Конечно, учет электроэнергии, по которой вы платите, то в энергосети его зарегистрировать нельзя. А для самостоятельного просто контроля, например, вы сдаете офисы и хотите в каждой комнате отдельно замерять там в каждом офисе потребление. Либо вы хотите замерять потребление бойлера, сколько он у вас сам по себе отдельно наматывает. От основного счетчика можно его потом дальше подключить и замерять отдельно бойлер. Если у вас электроотопление, вы можете его поставить на электроотопление и смотреть, сколько вы потратили денег именно на отопление и замерять, сколько он накрутил. Ну, в принципе, для этих целей он и предназначен. Также можно, например, если вы занимаетесь какой-то альтернативной электроэнергией, то есть у вас стоит генератор, либо солнечные батареи, то тоже очень простой дешевый счетчик вы подключили и можете контролировать, учитывать и записывать, сколько вы выработали либо потратили электроэнергии отдельно. Подключается очень просто, вот пока рассказывал, все подключил. Подача питания сверху, это в розетку включу. И подключил лампу для демонстрации. Обычная лампочка 10 Вт подключил снизу. Подаем питание на него. Вот он заработал. Лампочка загорелась. Дисплейчик светится. Сейчас я приглушу чуть-чуть свет, чтобы было видно. Вот так светится дисплей голубеньким цветом. И здесь показывают параметры, они перелистываются где-то по 3 секунды, показывает каждый параметр, который здесь есть. Тут у нас что идет? Первое это напряжение. Вот у меня в сети сейчас 230 вольт показывает. И потом показывает ток потребляемый. Ну, так как лампа на 10 ватт, ток очень маленький, он его не замечает, потому что там значения после запятой какие-то. Если что-то мощное подключить, то он покажет. Дальше там идет потребление, сейчас до него дойдет опять. Это мгновенное потребление, какая мощность подключена. Лампочка идет на 10 Вт, он показывает вот 10,1 Вт. Потребление мгновенное вот этой лампочки. И дальше считает киловатт-часы. Ну, чтобы насчитать от этой лампочки, долго нужно ждать, хотя бы киловатт. Должна светить там несколько дней. То есть в конце у нас это суммарное потребление электроэнергии за все время. Если вы хотите засекать, например, сколько потратили электроэнергии за месяц, то вы записываете показания в начале месяца и потом снимаете показания в конце месяца. То есть сам счетчик это делать не может. Вам нужно записать, какие значения были на начале, и потом посмотреть, какие в конце, вычесть то, что вы записали в начале, и вы посмотрите, сколько получилось за месяц. Потому что в месяце у нас может разное количество дней быть. Ну, счетчик этого делать не умеет. Сбрасывать показания здесь тоже нельзя. То есть, все, что он насчитал, то оно и есть. Не обнуляется, никаких кнопок для сброса здесь нет. То есть, время он считает
И когда закончатся цифры, то он будет считать по кругу. Здесь идет 4 знака. И после запятой он, в принципе, не учитывается. 4 знака, то есть 9999 киловатт он может запомнить. Потом отсчет начинается заново. 4 знака, и потом после запятой 5 знак, но это уже в ваттах. То есть 9999 можно посмотреть, сколько он намотал. Нагрузку он выдерживает до 80 ампер. То есть эту нагрузки, в принципе, достаточно для любого дома, квартиры. Он все выдержит. Главное, чтобы здесь все контакты были правильно зажаты и чтобы не было нагрева в этих местах. То есть все должно быть все красивенько сделано, ну, как положено, как делают электрики. Понятно, что не так вот, как на тяп-ляп я сейчас затянул, и оно болтается. То есть все хорошо зачистить, затянуть, и тогда проблем с ним не возникнет. То есть ничего не подгорит, не отвалится, не поплавится. Если все правильно подключить, то никаких проблем с ним не будет. Вот так работает данная моделька. Ссылочка на нее в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.